Оля, вы на канале Школа Аргентины испанского языка Китай Аргентина. С вами Леонид и Анна. Hola, ¿cómo están? Ну что, ребята, сегодня у нас тяжелое испытание. Сейчас в Аргентине в тренде ток-шоу или шоу. Называется оно Love is Blind. Удивительно, кстати, что оно называется на английском, а не на аргентинском. Но, возможно, это франшиза какая-то. Да, она есть по всему миру, поэтому... Вот, это франшиза, которая сейчас работает на Netflix. Но проблема в том, что у нас нет Netflix, и мы нашли пиратскую версию на Одноклассниках, арабскую пиратскую версию на Одноклассниках. Благо, спасибо, Одноклассники. Значит, для чего мы смотрим вот эту историю? Здесь аргентинцы, живые, с разных районов, один из Виши, один из Богемы, да, там разные совершенно ребята, они все говорят по-разному, и мы как раз хотим послушать, как они говорят, что они говорят, и вообще понять, о чем речь. Так что мы делаем? Мы слушаем разговор, я пытаюсь понять, что они говорят, Аня, как проэксперт, объясняет мне, что они действительно сказали, и мы разбираем весь контекст. И самое главное, обратите внимание на реакцию девчонок. И мы разберем, почему они так отреагировали. Vamos a ver. Да, у нас выбор на определенный момент, если что, это там какой-то первый сезон, 4-я серия, там 36-я минута. Вот. Я его, кстати, смотрел совершенно мельком, и, я посмотрел. Вот. Поэтому для меня это впервые, будем считать так. Погнали. Погнали. Hay una disociación todavía del cuerpo con la voz. Cuando se acercó, estuvo cerca y escucha su voz. Короче, он что-то говорит, что я там серка, мое куэрпо серка, из кучи де вос. Он говорит, когда я тебя слушаю, получается. Они же вначале, смотри, слышали друг друга и не видели только. И у него не произошло контакта, у него не соединилось, когда он ее видел, ее голос и ее аппаренция физика, как она выглядит. То есть вначале они друг друга не видели и общались в первых сериях, а сейчас они все друг друга увидели глазами. Ну, до этого он ее увидел глазами, когда он ее в первый раз увидел, у него не произошло вот этого клика, да, что это ее голос. И он это объясняет. И он это объясняет, да. Окей. Это одна из пар, которая нам не очень интересна, нам интересна другая пара. Para mí no era. Para mí no era. Для меня она не была. Не была. Эра это прошедшее время, глагол ser. Да, para mí no era. Но он так сказал, что на самом деле мне кажется, как будто мы на X2 сейчас смотрим эту историю. Ага, но они быстро говорят, конечно. То есть, реально это X2, вот я такой думаю, надо поставить на минус, на 0,5 хотя бы, тогда бы я разобрал, что он сказал. То есть, по факту, все слова, они понятны, мне, по крайней мере. Да. Но когда он это сказал, я не понял ничего. Для меня это была какая-то веселая фраза. Пока тебе надо еще раз прослушать еще раз, и на третий раз, когда я произнесла, ты четко уловил, почему. Конечно. Парет это стена. Да. Вот он говорит, что была стена, и como te imaginaba, как ты ее представлял. Muy bien. Только она говорит имагинаба, там же должна быть форма а, имагинаба, да? Да. А-ча, имагинаба, да? И имагинар, глагол имагинаба. Да, но форма прошедшего, когда ты говоришь а-че а и аба добавляешь, нет? Или там нет? просто аба. Просто аба. Imaginar, sacamos, и добавляем аба, имагинаба. Все просто. A mí me parece que Mauri es medio ruidoso, Марио, это Марио какой-то да, там есть, медио рудиосо. Руидосо. Руидосо это шумный. Шумный, да. То есть он такой. такой. Она говорит про парня, что он немного шумный. Она говорит медио руидосо. Медио руидосо, и здесь сигнифика, что много шума из Мало дела. У нас есть фраза «много шума из ничего», и здесь вот этот контекст, что он слишком много говорит. То есть контекст меняется. Если мы говорили про детей, мы бы говорили, что он там спокойный, а здесь мы говорим про отношения... Про ребенка тоже можем сказать, что ребенок руидосо, и будем иметь в виду, что он делает много шума. Да, но здесь имеется в виду другая... здесь подтекст уже взрослый. Здесь взрослый, и он такой негативный. То есть медиа руидосо это плохо. Да.
Подожди, хорошо, давай разберем варианты руидоса во взрослой жизни. Какой он должен быть, чтобы быть хорошим? Он не должен быть руидоса вообще? Нет, ну могут сказать тимидо, скромный, буэно, хороший. А если бы она сказала, что он просто руидоса? Ну, плохо, вообще ужасно. Что он шумный, то есть это получается, что он говорит много, но не делает, так? Да, он много о себе думает, он много слишком говорит. Вызывающий, вот какое слово. Вызывающий, да. Отлично. Que ahí siempre quiere llamar la atención. Siempre quiere Шаман атенсион. bien. Всегда требует, зовет себе внимание. Ну, как бы Да, ты хочет на себя все внимание занять. Вот сейчас мы с тобой медиа руидосос, и это хорошо. Да, мне надо выбирать себе персонажа, которые мне больше всех нравятся по разговору, на самом деле. Но ты понял, вот это llamar la atención, да? То есть, Но я очень сильно прислушался, знаешь, как будто я сосредоточил в мозгу все ну, свои а как ты хотел? эти... Подождите пока, давай, vamos. Estaba re nerviosa en la presentación. Sí, fue horrible. Solo llegamos a medio y Си форибли или она говорит Muy терибли? bien. Horrible. Давай еще раз. Еще раз. Очень сложно будет это сделать еще раз, но мы очень сильно попробуем. 36-53. Вот успеем. Леонид смотрит, кстати, без субтитров, поэтому... Даже если бы я смотрел сейчас с субтитрами, они будут у меня на арабском. Даже если бы я очень сильно Кстати, постарался. субтитры есть, но на арабском, да. Давай. Pónganme la pared. A mí me parece que Mauri es medio ruidoso, medio que ahí siempre quiere llamar la atención. No, bueno, estaba re nerviosa en la presentación. Sí, fue horrible. Solo llegamos. Fue horrible. Фуе арибли. Fue horrible, она говорит, было Ужасно. ужасно, да. А мне показалось, что он просто говорит форибли, ну типа Нет, как одно нет. слово какое-то. Fue horrible. Ну да, это было ужасно. Окей. Vamos al medio y dije, vamos a sentarnos. No, no sé. Vamos entarlo, да? Он говорит. Vamos a sentarnos. Давай сядем, типа? Давай пойдем сядем, да. Мгм. Так они так сидят. Нет, он рассказывает про историю. Он же рассказывает все, и он говорит, как можно историю рассказывать в настоящем времени? Конечно, ты как будто диалог говоришь, мы также общаемся. Vamos a sentarnos. Угу. Далее. Puede decir, vamos a sentarnos. La llevé así yo. La llevé. Pará, Robert. Парар. Пора, она говорит, пора, Роберт. Ну, остановись, типа, Ну, типа, тормозни, хватит, притормози. останови, да, тормознись. Так, давай Потому саму что он фразу говорит, услышим. La llevé. Не, пара, я это не услышал. Давай. Пара. Вот продолжаем эту историю Вот, еще давай. раз. No, no se puede decir, vamos a sentar. Но se puede, он говорит. No se puede. Се относится либо к они, либо она. Ну, потому что се может быть двух форм. Да, или когда мы в нейтральной форме говорит нельзя, типа, ну, нельзя это сделать, не можете, да? То есть, смотри, он говорит, до этого, он говорит, Да. давай присядем на диван. Да. Он говорит, мы не можем этого сделать, условно. Он как бы за нее говорит, он рассказывает историю от своего лица. Да. И она такая говорит, нет, мы не можем. Нельзя, как бы. La llevé así yo. Ля сиве, он говорит, La ля шеве. Он так сказал плохо. Да, la cheve, а la chichon. Еще раз, подожди. Будем долбить этот кусок до последнего. No, no se puede decir, vamos a sentarnos. La llevé así yo. La llevé. Ля шеве освящен. Да, Ля шеве ее отнес на диван, типа. да. И она говорит пара. Давай А, досмотрим реакцию. Pará, Robert. ¿Te imaginas a Robert tipo, Te levantándote? acompañó. No, sí. Yo no soy una cosa, o sea, soy una... Все, что я понял, что они заклевали его за эту фразу, и он- Конечно, они просто его бам-бам-бам. а он сделал вид, что понял, ну, не осознал ошибку, Нет, он типа. сказал, да, типа, ладно, типа, да, я ее не отнес, и мы сейчас с вами поговорим об этом, Ну давай, подожди, я ее сопроводил. давай дослушаем претензии Давай. людей. Una No. persona y en todo caso lo acompañé o me pidió que lo acompañara, pero no, la llevé. То есть она, видишь, вот опять докапывается до этих слов. Да, она говорит, no soy una cosa. А он говорит, что он ее компаньяр, типа, ну, сопровождал. Как переведешь? No soy una cosa. Это не та вещь, как бы. No soy Я una не- cosa. Я не вещь. Soy persona. Типа, меня нельзя отнести. Да, А она он говорит про нее как раз, вот про эту девочку, да, которая... да. Мгм. Он говорит, acompañar. Vení. Ahí voy. Она говорит, вини, это приказ винир, типа, вернись. Ну, типа, да, вини, типа, иди Ну, иди сюда, иди сюда, да. Да. Мгм. Bueno, no me considero la persona más atenta del mundo. Номи консигеро.
Ага, это я не нахожу себя человеком Он más atento del mundo. Не слишком внимательным в мире, типа. Да, я не самый внимательный человек в мире. То есть, условно, что он ляпнул, не подумав. Да, и он говорит, ну да, вот типа, ну не самый я внимательный в мире. А суть была в том, что они мутят вот этот парень И эта девочка, да, да. Но она уже как бы на грани, она на самом деле, он ей не очень нравится, Ага. он ее бесит. И вот она уже докапывается, знаете, до любой вещи, которой может докопаться. Думаю, я проиграл бы в этом шоу через минуту, мне кажется. Да, извини, ну да. Да. Меня бы выгнали, или я бы сидел в углу для этих одиноких, там, не знаю. Es algo que estoy trabajando que creo que lo podemos llevar a él. Que te trabajando? Que si es algo que estoy trabajando, Но он сказал que te trabajando, ¿no? no, estoy trabajando. Estoy trabajando. Над этим, типа, я работаю. и Потому что он vamos. говорил про внимательность свою. Да, про невнимательность. Окей. Con paciencia. Con paciencia, с терпением. Да, и он говорит, y parece, yo pienso que vamos a llevar adelante con paciencia. Продолжать с терпением, типа. Вперед, да. Или И иду мы, я вперед с думаю, мы терпением. сможем это, типа, вот Преодолеть. преодолеть, идти вперед con paciencia. Мгм. Pero no va a pasar. Такая еще музыка нагнетающая сейчас. Да, ну, конечно, они же готовили это шоу. Мы, кстати, тоже надо вставить будет нагнетающую музыку, когда мы будем смотреть. Из какого-то видео. момента прям просто вытянули Да. какой-то непонятный кусок и Вот, все, и мы здесь останавливаемся. Останавливаемся. Всё, да. Итак, значит, какая у нас была ключевая фраза? Ля щева а кама. Нет, там камы не было. Ла щеве, а ла сишон. Ля сишон. Ну, кама, сишон там Да, рядом. да, И да. там можно спать, Да. скажем да. так. Значит, давай простым языком. Как бы я это перевел? Ну, как бы я подумал. Он сказал, что я отнес ее, ну, эту Да. девчонку, на диван. Да. То есть я бы подумал, что, не знаю, он ее просто взял, типа закинул на бок, кинул на диван. Или что она напилась, он ее притащил на диван. То есть вот все, что я бы подумал. Давайте разбираться. Она как бы, а что она ответила в данном контексте, что я Она не вещь, сказала, чтобы меня «Пора, перетаскивать. Да, она вообще такая пора. Да, глагол щевар Мгм. очень хороший глагол. И на самом деле мы так можем сказать про человека. Да, можем. Например, la llevé al restaurante, я ее, звучит по-русски ужасно, я ее отнес в ресторан. Но Мгм. сигнифика, что типа я ее опять отнес. То я с ней сходил в ресторан, Ага. моя инициатива была, я выбрала этот ресторан, Мгм. типа я забрал ее, вот, и все это, и здесь нету какого-то сексуального подтекста. Подожди, а какие еще варианты могут быть, как отвезти в ресторан, кроме шивар? Мы сходили вместе в ресторан, fuimos al restaurante. Не, но мы если ходили. я хочу сделать акцент, что это именно я ее отнес в ресторан, ну, как Ну, бы пригласил, заплатил, тогда там, не знаю. Да, инвитар. Ну, это, ну, как бы, опять же, смотри. Да, а здесь вот мы уже типа сходили, мы там побывали, да, и этот шивар здесь классно показывает, ты правильно говоришь? Усиление, то есть, ну, Усиление, да, и это вот тот самый глагол, через который Это надо вот- говорить. Но, если бы, например, эта ситуация происходила в Колумбии, и вот они бы разговаривали, ни у кого бы вообще не возникло никакого момента. Но здесь есть, выходят на первый план феминистки, главное, чтобы они сейчас не хорошо, не плохо, просто это так. так. И здесь как бы его жест вот этот, когда он говорит «la cheve asishon», типа он здесь выступает типа «soy un capo», альфа-самсон. альфа-самец, да, я типа Да. ее взял и отнес на кровать, на диван, на кресло и так Ага. далее. И здесь есть вот этот сексуальный подтекст, и есть ощущение, что как будто бы это произошло без ее согласия. Мгм. И она говорит «аккомпане», типа я бы ее сопроводил. Да. Вот, но для многих, мы посмотрим комментарии, я спросила у аргентинцев, насколько страшно, и многие написали «depende del contexto». Вот здесь они такие тук-тук. Да, в вылетают. зависимости. Многие написали вообще ничего страшного. Кстати, многие мужчины написали, что ничего страшного. Так. Вот. И считается, что вот мы с тобой собрались, ты, например, рассказываешь про свою супругу, Мгм. что там ты ее куда-то там отнес, и Ага. мы с тобой близкие друзья и сплетничаем. И нормально звучит, вообще как бы, но когда вот здесь она сидит, и ты при ней же говоришь, во-первых, в третьем лице, во-вторых, как бы используешь эту фразу, звучит, ну, немножко некорректно, еще вот с этим жестом, то есть он постарался сделать максимально, чтобы ее разозлить. Ага.
Могло, если бы другая девушка Нет, могла подожди, не он отреагировать. сделал максимально, чтобы показаться в лучшем свете перед другими. Да, он красовался, Да. мгновенно, он красовался, и ее задело. Могло бы задеть другую девушку, если бы она была там не настолько феминистично настроена, вообще, если бы она была влюблена была бы в него, да, может быть, она была вообще бы сказала бы, да, вот он так сделал. Да. И сошло Какой бы он у ему меня сильный. какой он меня вообще просто, он меня вот взял, да, и отнес. Так. Но она, во-первых, уже злая, если вы будете смотреть, вы поймете. Кстати, там очень много диалогов простых, и вот для того, чтобы почувствовать живой язык, очень рекомендую, смотрите, наслаждайтесь. Можно купить подписку на Netflix. Реклама Netflix. А можно вернуться в Одноклассники. Да, Одноклассники, Netflix, Одноклассники. Вот, поэтому здесь мы также говорим про ребенка, Шивар ребенка, Хардин, Коле, и здесь ничего в этом нет. Хороший контекст, потому что, во-первых, ребенок, он пока сам не решает, да, и мы его относим. Пьяный друг, как ты думаешь, пьяного друга мы через какой глагол? Пьяного друга, условно, куда мы унесем? На кровать несем. Ну, в данном случае я бы тоже его отнес, как шивар. Конечно, но... шивар, именно этот глагол. Нет, ну технически ты мог его компаньяр как бы сопроводить, повесить его на плечо, как бы ты с ним рядом идешь, он у тебя на плече. Да, но он сейчас у накоса прям, он как косо болтается, поэтому. А еще можно там шивар ля фамилия, ля вакасьонс. Конечно, да, де вакасьонс, pero да, си. И здесь вот, но здесь интересно разбирать контекст языка. Видишь, ты уже глубже копнул и будешь уже понимать, как сказать. То есть еще раз, сишон кама аккомпаньяр, шевар аль ресторанте, шевар апасяр, эстабиен шевар, или домой шевар а ла каса, и значит, что он приехал за ней на машине, я отвез ее, или там, не знаю, такси вызвал, с ней поехал. Тоже хорошо звучит. Короче, у нас есть два красных места. Это кровать и диван. Да. И стул еще добавим на всякий случай. На всякий случай. То есть, типа, самые очевидные места, типа, куда не надо сопровождать женщин. Да, потому что тут появляется такой романтический, сексуальный контекст, что он ее как бы туда-то отвел для чего? Ну, чтобы они там целовались и так далее, и так далее. То есть, и ее это задело. В общем, ну, если бы про ресторан он бы сказал, прекрасно звучит. Между парнями, если бы состоялся этот диалог, тоже бы все бы пропустили, никто бы даже не заметил. Ну, логично. Поэтому используем глагол, оставляем. Ну, в обороте? Да. Ну, вообще, на самом деле, шивар достаточно такой непростой глагол. Там, много типа форму надо менять и так далее. То есть аккомпаньер намного проще звучит, и инвитар проще звучит. Ну, слушай, а вот если еда на вынос, как ты скажешь? Ну там без вариантов. Там да, лакомита пара шивар. Ну, тут уже как-то оно включено у тебя в диалог, ты каждый день это говоришь. А там кого-то щеву, и куда щеву, и потом там ир-винир, вот это все начинается, вот эта головоломка, и ты думаешь, аккомпаньер же есть. Хорошо, да, чтобы не попасть в ловушку, да, или инвитар, там, ну все, это уже немножко проще. Да, но иногда шивар прям необходим, когда детей надо, ну не знаю, аккомпаньяр тоже можно. Хорошо, ты используешь аккомпаньяр, я продолжаю использовать шивар, аккомпаньяр, инвитар. Да, а в комментариях вы пишете, что выбираешь ты, как говорится. А что выбираешь ты? Вот, на этом мы и закончим наш лайфхачный выпуск. Вот, кстати, на Netflix есть субтитры? Да, есть. На испанском? Или можно менять язык? Можно менять язык, можно выбрать испанский для Испания, испанский для Латинской Америки, да, поэтому выбирайте, смотрите. В общем, ты рекомендуешь это шоу к просмотру? Да, это прям жвачка, чикле, por supuesto, это не какая-то высокоинтеллектуальная передача, здесь ничего не ждем, но здесь классно смотреть, как они знакомятся, как они говорят простые фразы. И вначале, представляете, там, я не помню, сколько их пар было, но каждый спрашивает «Hola, ¿cómo estás?» и они «¿Cómo andas?» Все вот эти варианты можно услышать просто до тошноты. Поэтому давайте смотрим все это шоу. Находим, кстати, этот кусок. Если посмотрите его, ну, конечно, благодарности для нас. Да. И когда вы посмотрите и решите закрепить результат в школе Китай Аргентина, вот здесь есть промокод, короче, и он спонсирует наши кофейные напитки сегодня.
Вот. Так что, ребята, hasta luego. Hasta luego, nos Chao, chao. vemos. Chao, chao.